Ребят, привет вам из Португалии. Я сейчас нахожусь в городке, который город-спутник у Лиссабона. Это город Сетубал. Небольшой город, около 100 тысяч населения, и я сюда приехал с двумя целями. Цель первая – это снять школу-пансион, где живут дети. Цель вторая – это посмотреть на дельфинов. То есть я отправлюсь в море, где я буду смотреть дельфинов. И не просто дельфинов, а афалинов. Самый крупный вид дельфинов. Памятник рыбкам символизирует то, что город сконцентрирован на рыбе. То есть здесь рыбная промышленность очень развита. Набрел на такую стену с рыбой, которая водится здесь в местных водах. Вот, пожалуйста, Холоботракус дидактилус. Сейчас, подождите. Я не знаю, как это переводится. Лузитаниан татфиш. Я в рыбах вообще не разбираюсь. Если, ребята, среди вас рыбаки, пожалуйста, можете объяснить, что это. Холоботракус дидактилус. Так, вот такая рыбка здесь водится. Это у нас Диплодус белоти. Камбала наша, да? Устрица. Это кто у нас? Пагрус. Прегадо. Сардиния. Вот здесь в Сетубале, Сетубал, мне сказали, вот так ударение надо ставить. Сетубал. И здесь на вот этой улочке, почему мы сюда свернули, нам пришли показать один из антикварных магазинов. Сейчас сразу же ребята забежали туда, скупают все, что можно в нем, потому что реально вот в таких небольших городках, вот таких вот мастеров, рукоделов можно купить очень классные вещи, которые у нас не купишь по хорошим ценам. И, кстати, вот мы видим плитку, вот эта плитка, ей покрыта пол Португалии. Да, это вся плитка, которая вот здесь вот раскладывается вручную. Она выкладывалась уже несколько веков назад и много раз перекладывается. До сих пор все это дело делается. Это вот такое историческое, можно сказать, наследие. To shake here. Hi, Alex. Hello, Robert. Hi, Alex. Nice to. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Don't have any students around, okay? So we are a wonderful school. We were the 9th ranked school in Portugal last year for the national curriculum, so very, very strong academic programme. We're opening the Cambridge Primary programme next year for grades 1 and 5. Ultimately we're going to have an English programme all the way through the school, but the school is predominantly a Portuguese national curriculum school. About 80-85% of our students follow the Portuguese national curriculum. We're also one of the largest schools. I think we're the largest single-site school in Europe. So, welcome. Здесь у детей в начальной школе есть возможность самим сажать и выращивать помидоры, огурцы. И они это делают, лейки висят. Плюс, видите, сейчас бетонные стены, у них сейчас проект, они будут делать, значит, вертикальные сады.
То есть все вот это будет скоро зеленое, все это делают с детьми. Вот эти овощи, которые они выращивают, потом сюда приходит шеф, они вместе готовят еду из того, что они здесь вырастили. Теннисная площадка, мини-футбольное поле, оно также конвертируется у них еще там для разных видов спорта. Баскетбольная площадка. И там в самом начале, где мы заходили, где главный вход, там еще крытое большое поле. Населением более 500 000 человек в черте города Лиссабон является самым густонаселенным португальским городом. Он расположен на берегу Атлантического океана и реки Тежу. Лиссабон называют городом 7 холмов. Такое название является данью уважения его топографии и 7 выдающимся холмам, на которых он построен. Утверждается, что Лиссабон старше Рима. Так гласят исторические записи и археологические свидетельства. Это был важный центр торговли, культуры и образования. Мавританское влияние все еще можно увидеть в некоторых элементах архитектуры и дизайна города. Лиссабон — отличный город для студентов, предлагающий яркую и разнообразную среду, способствующую как академическому, так и личностному росту. Здесь находится несколько престижных университетов, включая Лиссабонский университет, Технический институт Лиссабона и Новый университет Лиссабона. Лиссабонский университет берет свое начало в 13 веке, что делает его одним из старейших университетов Европы. На протяжении веков он развивался и расширялся, став ведущим учебным заведением в Португалии и на международном уровне. Университет высоко ценится за свое академическое качество и неизменно входит в число лучших университетов в различных мировых рейтингах. Еще один вуз – Технический институт Лиссабона. Современное оборудование, лаборатории, исследовательские центры. Все это предоставляет студентам практический опыт и облегчает исследовательскую деятельность. В городе привлекают иностранных студентов, преподавателей, создают мультикультурную и разнообразную среду. Новый Лиссабонский университет, современные помещения, ультрасовременная инфраструктура для поддержки академической деятельности. Также может похвастаться хорошо оборудованными библиотеками, исследовательскими лабораториями, компьютерным оборудованием и учебными помещениями. Университет постоянно инвестирует в свои кампусы, чтобы создавать благоприятную среду для обучения и исследований. В самом Лиссабоне расположены многочисленные инкубаторы стартапов, инновационные центры, технологические мероприятия, создающие среду, способствующие предпринимательству и инновациям. Например, Beta Eye, ведущая предпринимательская и инновационная организация в Лиссабоне. Они запускают акселерационные программы, предоставляют коворкинговые помещения и организуют мероприятия, объединяющие стартапы, корпорации и инвесторов. FabLab — это пространство для совместной работы, оснащенное инструментами и оборудованием для цифрового изготовления и прототипирования. Пространство создает творческую среду, в которой стартапы и предприниматели могут воплощать свои идеи и физические прототипы и продукты. FabLab Lisboa предлагает доступ к 3D-принтерам, лазерным резакам, электронике и другим производственным инструментам, а также техническую поддержку и обучение. Лиссабон, как несложно догадаться,
Граца мультикультурный город, который с радостью принимает студентов со всего мира. Разнообразное студенческое население способствует созданию инклюзивной и интернациональной атмосферы, позволяя студентам знакомиться с людьми из разных слоев общества, культур и точек зрения. Город яркий. Здесь находятся многочисленные музеи, театры, художественные галереи и музыкальные заведения. В течение всего года в городе проводятся различные культурные мероприятия и фестивали, включая Лиссабонскую книжную ярмарку, Лиссабонские музыкальные фестивали и Лиссабонскую архитектурную триеннале. Кроме того, город находится недалеко от нескольких живописных пляжей, таких как Кашкайш и Эшторил. Штучка для распознавания лица. Камеру мою распознать сейчас. Очень классный бординг, но сложно к чему-то придраться. Много места, комнаты вот здесь на 2 человека. Посмотрите, то есть стоят кровати, еще куча просто пространства, плюс шкафы большие, реально большие шкафы. Столы для занятия большие, плюс в комнате же есть еще дополнительный столик. Мебель вся новая, современная. Даже вот там продумано под обувь там дополнительно. Очень классно. Плюс зал общий, такой стильный, с террасой, с видом на городок. Да, ну это такой как бы пригород Лиссабона. Это такой маленький, тихий, закрытый, очень спокойно, очень тут безопасно. Hi. У нас каждые выходные какие-то организовываются активити, к примеру, в субботу, а в основном по субботу нам куда-то возят. Мы ездили вчера, мы ездили на гольф. Это организуется автобус, ребят загружают в автобус, и вместе с нашими бординг-парентсами мы едем на какие-то разные активитисы. Иногда мы ездим в Лиссабон, на LX Factory, тоже последний раз ездили. Безумно интересно. Какой? LX Factory. Это рядом с мостом 25 апреля. А что это такое LX Factory? Это огромное арт-пространство, где собрано огромное количество разных арт-объектов. You're nice. You like boxing or? I do boxing and kickboxing. Nice. To go to MMA. Nice. So you might see him in the UFC. In the UFC in the future. Really? You really go to UFC? Yes. Good luck, man. You strong? Yeah, sure. How old are you? I'm 17. Там вдалеке у вас скала для скалолазания. Так кажется, она небольшой, но на самом деле высота у нее метров 6. Волейбол, пожалуйста, здесь у вас прыжки, гимнастика, прыжки. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк. Подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.